Всем привет, меня зовут Ирина, и вы на моем канале. Ко многим моим роликам были комментарии «Покажите квартиру». Я искренне не понимала сначала зачем, но вспомнив, сколько времени я убила на замеры, на прорисовки, на поиски идей в интернете перед ремонтом, в принципе, я поняла зачем. Потому что одно дело, когда у тебя квартира свободной планировки, а другое дело, когда твоя квартира – это лабиринт из несущих стен через каждые 2-3 метра. Делать ремонт уже в жилой квартире – это просто беда, потому что одно дело, когда у тебя пустая квартира, в которой никто не живет, а другое, когда в ней уже куча вещей и мебели. Поэтому мы делали ремонт в 2 этапа. Позапрошлом году мы сделали ремонт сначала в одной комнате, в дальнейшем мы использовали эту комнату в качестве склада, сгрудили туда все, опечатали от грязи и пыли и уже делали ремонт. На самом деле дело до капитального ремонта, может быть, и не дошло, но нас подтолкнули к этому периодически дымящиеся розетки, потому что в доме, как выяснилось, была проведена алюминиевая проводка. Итак, начнем с входной двери. Первое, что мы сделали открывание входной двери наружу. Это существенно экономит место в коридоре, которого и так практически нет. По законам пожарной безопасности, если у ваших соседей дверь открывается внутрь, вы не имеете права переносить свою дверь открыванием наружу. Вы должны с ними это согласовать. Но благо у наших соседей давно была дверь, открывающаяся наружу, они у себя перенесли. Но человеческая сущность дает о себе знать, поэтому, когда мы начали дверь переносить наружу, тут были небольшие возмущения на эту тему, потому что им это не понравилось. Благо, у нас были очень грамотные установщики, которые быстро им объяснили, что есть закон, да, они должны, либо мы должны дверь точно так же имеем право сделать, либо они должны согласовать свой перенос. И на этом вопрос был закончен. Дальше. Первое, что мы видим, вводя это вот эту стену. Раньше на этой стене была вешалка, от которой я сразу же отказалась. Потому что входить в квартиру и видеть постоянно завешенные стену куртками, причем если я их не уберу, то и летом будут висеть зимние куртки, да, кроме меня никому не надо было. Мне это надоело, поэтому я хочу увидеть здесь потом какие-нибудь картины. Все вещи убираются сюда, в шкаф. Здесь стоит банкетка, на которую можно присесть, обуться, разуться, поставить сумку. То есть ничего портящего вид. Каким-то образом порог входной двери по уровню намного ниже, чем уровень пола на лестничной площадке. Я не понимаю, как это строилось, мы ничего не делали. Естественно, пока был ремонт, нам уже умудрились уделать порог монтажной пеной, поэтому просьба к тем, кто смотрит ролик, если кто-то знает какие-то накладки для дверей, которыми можно вот это заделать, просьба написать, буду очень признательна, потому что я смотрю, единственное, что мне удалось найти, это какие-то алюминиевые, но они мягко говоря, сюда не очень вписываются. В идеале, когда мы делали ремонт, мы хотели объединить ванну с коридором, убрать вот этот вот коридор ненужный на кухню, продлив ванну и сделав проход из кухни в зал, тем самым превратив зал в гостиную со столовой. Но помимо того, что надо было делать пробоину в несущей стене, что нужно согласовывать, так еще, оказывается, переносить ванну, объединив ее с коридором, это называется перенос мокрой зоны. И это тоже надо согласовывать, и, как мне объяснили, согласование переноса мокрой зоны – это еще более проблематично, нежели согласование в несущей стене. Дальше зона коридора, которую не удалось превратить в часть ванны, но надо было с ней что-то сделать, поэтому мы решились на эту стену побахать в такое вот панно, которое уже год не перестает меня радовать. А за счет того, что у нас солнечная сторона, и как раз где панно закат, на закате оно выглядит вообще потрясающе. Несмотря на все желание моего мужа полностью избавиться от ниши, я все-таки настояла на то, чтобы ее оставить.
так как квартира маленькая и подсобных помещений мало. И нужно куда-то убирать длинные вещи, многогабаритные вещи. И нишу мы сделали выше, то есть наоборот сделали ее меньше, подняв потолок в этой части, но не отказались от нее. Дверцы в нише со стороны коридора у нас полностью сочетаются со шкафом. Мы заказывали их там же, где шкаф со стороны кухни. Они полностью совпадают с фасадами кухни. Мы заказывали вместе с кухней. Также в нишу я сказала сделать подсветку, которая не только подсвечивает панно, но и служит дополнительным светом в коридоре. Стиль в квартире я изначально выбрала классический, так как глаза просто устали уже от плоского икейского дизайна. С плиткой на пол не было вообще никаких сомнений. Мы когда ходили, выбирали, я ее увидела, и после этого все, что мы смотрели, мне вообще больше ничего не нравилось. Вот как бы мы ее увидели, это была она, мы ее нашли, и да, вот это было оно. А вот насчет соединительного порожка в коридоре я была очень против. Сейчас есть специальные какие-то заливки, которые соединяют плитку и ламинат. Но муж и рабочие, которые делали, сказали, что типа это непонятная какая-то система, что ламинат может вздуться, что все эти клеи не работают. И, в общем-то, они по факту прогнули меня на этот порожек. Я им очень недовольна. Буквально через месяц после того, как мы сделали ремонт, там начали устанавливать шкаф, задрали пленку на порожке. Потом кто-то еще выдрал клок. То есть буквально через 2 месяца порожек был уже весь ободранный. И теперь я не знаю, как его выдрать из-под плинтуса, как его и чем заменить. И огромная просьба людей, кто делал ремонт и использовал вот эту вот заливку для соединения, напишите, пожалуйста, как она работает ли вообще, и нет ли с ней никаких проблем, потому что я действительно хочу заменить, если будет такая возможность, порожек на эту заливку. Обои для коридора я изначально выбрала другие, я их увидела, для себя нашла. И была уверена, что куплю именно их. Хотела купить, но муж сказал, типа, куда, зачем, еще их где-то хранить надо, успеем, куда денутся твои обои. И когда пришло время покупать эти обои, да, я внесла за них деньги, мы приехали, все, и мне через пару дней позвонили, сказали, что их уже нигде не осталось, ни на складе, нигде. Я пыталась найти их где-то по остаткам, 0. Поэтому вам сразу от меня совет, если вы что-то увидели, что вам действительно очень нравится, подумайте, где вы будете это хранить, если есть такая возможность. Но лучше это купить, чтобы потом не жалеть. Освещение в коридоре мы сделали точечное. Раньше вот на этом месте висела одна люстра, и несмотря на то, что она была трехрожковая, освещения для коридора очень не хватало. Дальше во всю длину коридора мы поставили вот такой вот узкий шкаф-купе, в котором есть место для верхней одежды, для коробок. Есть высокие зоны. Шкаф я долго рисовала, планировала сама, прежде чем идти в компанию, где мы его заказывали, потому что никто, кроме вас, не знает, что вам нужно разместить в этом шкафу. И поэтому никто, кроме вас, не сможет распланировать, что где должно находиться и какие вам нужны полки, какие вам нужны ящики, сколько вам нужно ящиков. Поэтому я очень советую все-таки сначала подумать, что у вас где будет лежать, и под это уже планировать пространство. Двери и плинтуса мы выбрали МДФ. Насчет дверей ничего не могу сказать. Шумоизоляция отличная, все хорошо. А вот насчет плинтусов я очень недовольна. Во-первых, вот этот вот бортик, который собирает вечно пыль, специально вот оставила показать. То есть это нужно минимум 2 раза в неделю проходить, либо пылесосить, либо протирать. Иначе прям вот остается слой пыли. Дальше очень не понравилось качество. Заказывали в Modus Doors. Во-первых, плинтуса, то ли МДФ было сырое, я не знаю, как так. Плинтуса рассохлись, то есть не между стыком плинтусов образовались вот такие щели. Ну и коробка в ванне повела себя очень плохо, она пошла трещинами, не прошло и года. Естественно,
отнекиваются, говорят, что типа мы тут ни при чем, что вообще там вы залили. Про плинтуса говорят, ну вообще говорят, что типа быть такого не может. Ну, в общем-то, сервиса никакого. Теперь ванная комната. Раньше это была раздельная ванная и туалет. Но это были настолько крохотные помещения, что и в том, и в другом помещении, войдя в него, ты просто бился обо всем локтями. Поэтому было принято решение объединить это и превратить в более-менее какую-то адекватную зону. А с ванной это вообще был полный привет, потому что вот ничто так не приходилось вымерять по миллиметражу, как именно данное помещение. Раковина располагалась на стиральной машинке. Это было очень неудобно, потому что либо нужно было поставить маленькую стиральную недомашинку, либо, если это была полноценная стиральная машина, то раковина располагалась вот на таком вот уровне, далеко от стены, и то есть даже взрослому человеку пользоваться ей было очень неудобно. Коробку, где располагались ванна и туалет, пришлось снести абсолютно полностью. Тем самым мы подняли потолок, потому что раньше коробка была целиком вместе с потолком, и над этой коробкой располагалась какая-то пустая зона, непонятно зачем, но вот как-то так строили. Тем самым, когда мы все это снесли, перестроили, у нас и потолок в ванне поднялся, и стало как-то посветлее. Освещение мы сделали тоже точечное. Сделали 5 ламп. На самом деле я сейчас прекрасно понимаю, что хватило бы, наверное, и 3 для нормального освещения. С плиткой на стену ванны мы определились достаточно быстро. Точнее, мы определились с фактурой, что она будет везде гладкая. На стене возле самой ванны она будет волнами. И обязательный у меня был пунктик, что должна быть мозаика, потому что, на мой взгляд, она хоть и считается уже немножко отошедшей от моды, но все равно как-то, на мой взгляд, она выделяет зону. С мозаикой все было значительно сложнее, потому что ту мозаику, которую выбрала я, и она мне очень понравилась, она принципиально не нравилась мужу. И это были долгие поиски, потому что мозаики нереальное большое количество. И ты ее смотришь, у тебя уже взгляд замыливается, но я никак не могла найти то, что мне нравится. Изначально мой додыр, который мы выбрали, под который я вообще планировала весь дизайн, это Aquella Bergamo 80. Очень интересная раковина. Высота и размер мой додыра с раковиной идеально совпадали с тем, чтобы под нее разместить кошачий лоток. Но потом мы наткнулись на нескольких продавцов, которые нас просто отговорили покупать эту раковину, потому что говорят: ребята, не вздумайте ее брать. Мы от нее еле избавились с витрины, потому что уже на витрине сам мой додыр начинает разбухать. Я полезла в интернет, начала читать отзывы, и действительно очень много негативных было отзывов, в том числе и не про мой додыр, а про саму раковину, которая была сделана из акварила. И очень много негативных отзывов, потому что через буквально год этот акварил, он желтеет, у него стирается вот эта вот эмаль. Ну, возможно, это проблема исключительно этого производителя. И ее потом ничем не восстановишь. А сама раковина, конечно, была очень красивая. Потом, абстрагировавшись от мой додыра, я думаю, надо искать шкафчик с подсветкой и зеркало. Так как у нас на даче уже там раз шкафчик поменяли, 2, все вот эти вот шкафчики, которые ДСПшные, они быстро начинают отслаиваться, возбухать там. Ну, год-два, и он, в принципе, уже выглядит очень-очень плохо. Поэтому я себе поставила цель, что он должен быть из нержавейки. И как бы я находила много даже российских производителей, очень хороших чисто внешне, но случайно наткнулась на распродажу выставочных образцов в одном из салонов мебели. И наткнулась там на набор с витриной, который продавался в Вилерой Бог, шкафчик и мой додыр. Поехали не в тот же день, а на следующий. И, к сожалению, тот набор, который мне очень понравился в интернете, он уже был забронирован. Но продавец говорит: вы, говорит, не волнуйтесь, и пойдемте, я вам сейчас еще один вариант покажу. И показал вот этот вариант, в который я вообще влюбилась моментом. Шкафчик зеркальный. Шкафчик, в первую очередь, как я и хотела, нержавейка. Не нержавейка, а алюминий.
Дальше у него есть очень интересная функция. Это не просто подсветка, а можно регулировать подсветку по яркости и по свету. То есть он регулируется от холодного до теплого. Девочки, которые красятся, поймут вообще, что это просто очень гениальная штука. Поэтому, когда я увидела этот шкафчик, я поняла, что это вот оно, это мое. А главное, что за счет того, что внутри тоже зеркала, ты можешь повернуться, ты видишь себя сбоку, ты можешь настроить себе под макияж вообще все. Это я поняла, что это мое. Он продавался в комплекте шкафчик с раковиной и тумбой. Тумба была большая, у меня вообще никак не влезал лоток кошачий никуда. А котик старенький. Проблема была в том, что если ставишь ему обычный лоток, у него как-то задние лапки не сгибаются, и он когда писает за себя, и вот так вот это все стекает по стене. Поэтому у нас был вариант ставить только лоток-домик. Как это вот надо было. Я говорю, может быть, вы мне продадите только шкафчик? Они такие, нет, продается комплектом. Я говорю, и сколько стоит комплект? Когда нам озвучили цену 55 тысяч за шкафчик, раковину с покрытием Керамос Плюс, очень, кстати, классное покрытие, оно... Если попадает какая-то грязь, какие-то капельки, они не просто там разводами, получается, они вот так вот в капельки собираются, когда у тебя этого нет, и бог с ним. Когда оно есть, это такая приятная мелочь. В общем-то, не смогла я расстаться со всем этим прелестным набором и тумбой, и в итоге все в дальнейшем я постраивала и переделывала под него. Когда я не смогла расстаться с тумбой Велерой Бог, мы ее впихнули, пришлось просто ломать голову, потому что ни один унитаз не вставал. Ящик при открытии, то есть нижний ящик просто не открывался. Мы долго думали купить какую-то другую тумбу под вот эту раковину. В итоге, перерыв простора интернета, я нашла вот этот замечательный унитаз. Унитаз фирмы Глоба. Его особенность, что его глубина от стены полная 43 сантиметра. Это самый маленький унитаз, который существует сейчас на рынке. Его размеры достигли за счет того, что расстояние от стены до вот этого вот, до самой сидушки, она минимальна. Такого расстояния нет вообще ни у одного унитаза. То есть там сантиметров, там меньше 5 сантиметров, по-моему. Теперь про ванну. От душевой кабины мы отказались сразу, потому что душевая кабина есть на даче, и мне, честно говоря, не нравится вот это вот замкнутое пространство, и плюс наличие ребенка, которому нужно поплавать с корабликами. Ванна мы отказались от акрила, мы отказались от акварила, потому что это, если вы посмотрите, Велерой Бог делает ванны, они аквариловые, и в интернете просто куча негативных отзывов на эту тему. Возможно, кто-то и доволен, но я просто наткнулась, что у многих людей они просто раскалывались еще до ремонта. Также меня очень насторожило, что этих аквариловых ванн очень много в аутлетах сантехники. Ванну мы решили взять чугунную. Единственное, что ванну нам сказали, нас прораб поторопил, сказал, что заказывайте. Замерил расстояние. В итоге ванну можно было поставить 170. Он как-то неправильно рассчитал, мы заказали 160, но мы вышли таким образом мы надстроили вот такую вот полочку, она на самом деле очень удобная, и главное за счет того, что ванна как бы сама по себе меньше, у нас получилось большое пространство для всякой химии. Кстати, когда ее вытаскиваешь, туда спокойно помещается кошачий лоток-домик, который мы изначально туда и поставили. Но, к сожалению, мы не смогли придумать, каким образом нам сделать экран, потому что кошачий лоток-домик, он настолько большой, что если у экрана есть хотя бы небольшой порожек, его уже невозможно оттуда достать. Поэтому домик перешел в коридор, а сюда перетекла под ванну вся химия. Кран на ванну я принципиально хотела в водопад.
Но водопад, которые встраиваются на акриловые ванны, их просто миллион. Они вот такие вот загнутые, красивые, разноцветные, на любой цвет и вкус. А вот водопадов, которые встраиваются на стену, да, как обычный кран, их очень мало. Я единственное, что нашла из того, что прям, ну, такой и вроде бы водопад, и при этом мне еще очень понравилось, что нет вот этих вот соединительных элементов. У крана есть вот такая вот полочка, которая полностью скрывает крепежи к стене, и не знаю, мне он очень понравился. Это кран фирмы Гроя, но не сказать, что водопад уж сильно такой уж водопадистый. Но в любом случае, чисто визуально мне кран очень нравится. И также у этого крана есть огромный минус за счет того, что он как раз вот этой полочкой, с одной стороны, это хорошо, его можно использовать как полку, ставить на него всякую шампунь и все остальное, но также у него есть минус. Когда включаете душ, за счет того, что это ровная поверхность, еще и глянцевая, она быстро покрывается капельками, то есть ее постоянно приходится за ней следить и протирать. При выборе полотенцесушителя нас всех друзья, которые сделали недавно ремонт, да и рабочие, все отговаривали от покупки водного полотенцесушителя. Все говорили: ребята, это ненадежно. Да, кстати, сами продавцы говорили, что это сейчас очень ненадежно, что они текут, и залить соседей горячей водой нет ничего хуже. Поэтому полотенцесушитель мы выбрали электрический, вот такой вот квадратной формы. Кстати, тоже у нас не была проблема, потому что он быстро при первом же включении потек. Но благо ребята, у которых мы покупали, они его забрали, что-то переделали, привезли. Слава богу, после этого проблем с ним нету. Но также могу сказать, что за год полотенцесушитель мы включали, дай бог, 1 или 2 раза, а в итоге как-то, ну, особо вообще не пользуемся. Светильники мы сделали белые с хромом внутри, также хромом мы отделали боковые соединения плитки, а волны на вытяжке сочетаются с волнами на плитке. Подписываемся, ставим лайки, а в следующем ролике я вам расскажу про расположение на кухне.